Всем привет! Я решил записать для вас видео решения алгоритма, который я скинул сегодня студентам в школу. Алгоритм это слит-кода номер 136 single number. Давайте я коротко покажу вам описание этого алгоритма, условия и потом покажу несколько решений этого алгоритма. Досмотрите это видео до конца. Я думаю, вы что-то новое узнаете. Итак, поехали. Что тут нам нужно сделать? Я уже перевел описание алгоритма, поэтому зачитаю на русском языке. Учитывая непустой массив целых чисел, nums, каждый элемент появляется дважды, кроме одного. Нам нужно найти тот единственный элемент, который не повторяется. И вот здесь вот в следующей строке есть такое небольшое условие. Вы должны реализовать решение с линейной сложностью времени выполнения и использовать только постоянно дополнительное пространство. Давайте я вам коротко объясню, что это может означать. Смотрите, линейная сложность времени выполнения означает, что алгоритм должен иметь временную сложность, к примеру, O большой n. Где n это размер входных данных. Допустим, в данном случае это у нас размер массива. То есть сколько у нас будет элементов в массиве, то есть от этого у нас будет зависеть O большой n. Это означает, что время выполнения алгоритма будет пропорционально количеству элементов входных данных. То есть, допустим, если у нас в элементе массив будет 100 элементов, то тогда у нас будет O большое 100, либо ON, то есть в зависимости от того, сколько у нас входных данных. Такие алгоритмы считаются обычно эффективными, так как их производительность не растет слишком быстро с увеличением размера входных данных. То есть мы должны к тому прийти, чтобы у нас решение было соответствующее O большое n. А вот что означает постоянное дополнительное пространство? Это означает, что алгоритм должен использовать фиксированное количество дополнительной памяти, не зависящее от размера входных данных. Обычно это означает, что алгоритм не должен создавать дополнительные структуры данных или массивы, размер которых зависит от входных данных. Вместо этого алгоритм должен работать на месте и использовать только ограниченное количество дополнительной памяти для хранения временных, переменных или промежуточных результатов. То есть вы понимаете, что мы создаем память тогда, когда мы создаем, допустим, константы, либо переменную. В данном случае, если мы создаем константу, то, допустим, если это какое-то целое число, то у нас мало используется памяти, и она не является динамической, она константная, постоянная, статическая, потому что сразу же инициализируется, создается и, так сказать, работает быстрее. Но если же мы создаем, допустим, переменную и создаем туда массив, набор или словарь, то есть какие-то коллекции, и их пополняем, то тогда, конечно же, если у нас будет слишком большая коллекция, допустим, у нас будет массив где-то 1000 элементов, тогда, конечно, у нас, понятное дело, слишком большой будет объем памяти использоваться, что здесь это не советуется это делать. Но я думаю, вы поняли, то есть комбинация вот этих двух таких требований будет содействовать тому, что мы будем искать решение, которое наиболее, так сказать, наилучшее и которое работает наиболее, так сказать, быстрее и производительнее, задействуя минимум объем памяти. Поэтому к этому мы должны стремиться. И давайте рассмотрим дальше. Смотрите, дальше у нас здесь приводятся примеры. Допустим, если у нас есть массив, где есть 3 элемента, мы видим, что первые 2 элемента это число 2, которые повторяются, и третий элемент у нас единица. Понятное дело, мы должны вернуть из этого массива единицу, потому что это тот элемент, который нам нужно найти, который у нас уникальный и не повторяется в массиве. Второй пример то же самое. Здесь мы видим, что у нас уникальным является элемент только 4, единица и двойка имеют дубликаты. Поэтому, понятное дело, мы отбрасываем и должны вернуть 4. Ну и, понятное дело, если у нас массив имеет только один элемент, то мы должны вернуть этот элемент, потому что там, понятное дело, нет дубликата. Констрейнты. Какие у нас здесь ограничения? Смотрите, у нас будет длина массива больше либо равняться единице, как мы это увидим, либо она у нас будет 3 умножено на 10 в четвертой степени. То есть, здесь он у нас может быть, длина массива может быть очень большой, потому что если мы это все умножаем, то действительно у нас получается очень большой такой массив, поэтому здесь и советуется, чтобы по мере возрастания элементов в массиве, то есть чтобы эта скорость выполнения, так сказать, не зависела от количества входных данных. Поэтому здесь такое требование. И сами элементы, они у нас будут как положительными, так и отрицательными. То есть у нас будет вот этот от этого числа, которое является тоже очень большим, до вот этого максимального числа. То есть, понятное дело, здесь у нас такие у нас будут большие числа использоваться. И смотрим, что означает вот эта строка. Каждый элемент в массиве появляется дважды, за исключением одного элемента, который появляется только один раз. То есть те элементы, которые повторяются дважды, нам нужно их как-то отбросить и вернуть тот элемент, который является уникальным, который не повторяется. Я думаю, вы поняли суть решения этого алгоритма, поэтому давайте мы перейдем к решению. Давайте я вот эту, так сказать, функцию скопирую, перейду в Playground, потому что я всегда решаю в Playground, и мне это удобнее, чем использовать компилятор, который здесь приводится на LeetCode.
Первое, что мне пришло на ум для решения этого алгоритма, использовать наборы. Ну, я покажу вам сейчас, как это я решал, и потом покажу, почему это решение не совсем удачно и почему не проходит все тесты. Давайте сначала это решение вам покажу. Для начала я хотел использовать наборы, то есть разделить этот массив на два набора, и потом один набор сравнить с другим набором и выделить как раз вот то единственное число, которое не повторяется в первом наборе. Да. Для этого есть вот очень интересный метод в наборе, который называется Symmetric Difference, да, который как раз вот и возвращает вот этот, вот, точнее не один уникальный элемент, а несколько уникальных элементов в наборе, которые у нас не повторяются во втором наборе. Давайте я покажу это решение. Сначала давайте мы создадим константу, которая поможет нам определить середину массива. Давайте я так его назову mid-array. Здесь мы используем nums count, узнаем количество элементов в массиве и делим это на 2. Тогда у нас получается, это здесь где-то будет середина. То есть мы будем знать, сколько, допустим, если у нас элементов в массиве 5, к примеру, то тогда здесь у нас 5 деленное на 2, у нас здесь сохранится значение 2, да, потому что здесь вот число int, она не может хранить дробное значение, поэтому здесь мы сохраним число 2, к примеру. Да. Так вот это работает у нас. Идем дальше. Ну и давайте создадим первый набор. Создадим второй набор. Здесь мы уже используем как раз вот от mid-array, то есть от этого значения, да, до конца. То есть здесь мы используем оператор, полуоткрытый оператор диапазона. Здесь мы используем оператор закрытого диапазона, то есть от этого числа и до конца этого массива. Я думаю, в принципе, вы про этот оператор знаете. Если не знаете, то, в принципе, можете его использовать. Понятное дело, этот алгоритм мы еще не завершили, нам нужно вернуть число. Поэтому давайте, что мы делаем? Давайте мы вернем теперь это. Используем тот метод, который я вам говорил, Symmetric Difference. Мы используем наш первый набор, First Set. Используем этот метод Symmetric Difference. Видите, он как раз вот использует какую-то последовательность. Да, мы здесь должны поставить какой-то второй набор. И он вернет нам набор чисел. Смотрите, здесь мы возвращаем набор элементов, да, которые у нас уникальные, не повторяются, да, в первом наборе. Но нам нужно, как видите, здесь вернуть единственное число. Поэтому здесь что мы сделаем? Здесь мы используем свойство first. Оно у нас возвращает опциональный int, поэтому мы должны как-то его развернуть. Мы используем оператор объединения по nil, здесь используем единицу и смотрим, как это у нас работает. Давайте вот это решение я скопирую и посмотрим его, как он у нас работает в LeetCode. Запускаем простые тесты. Вот эти первые 3 теста, да, которые здесь есть. Запускаем, смотрим. В данном случае, смотрите, первый кейс у нас прошел, третий кейс у нас тоже прошел, но вот второй кейс у нас не проходит. Почему? Потому что, смотрите, если мы вот этот элемент, массив, набор разделяем от этого, то что у нас произойдет? Смотрите, он нам вернет, здесь у нас будет в первом наборе 4,1, а во втором наборе у нас будет 2,1. То он вернет нам два уникальных числа, 4 и 2. В данном случае, так как мы возвращаем первый элемент, то он нам вернул здесь элемент 4, но от нас ожидается элемент 2. То есть смотрите, так как у нас два элемента, я возвращаю у нас первый элемент, то тогда, как видите, здесь у нас вероятность такая, что у нас будет код не срабатывать. Смотрите, если я запущу код еще раз, то 50 на 50, да, то есть когда-то он будет срабатывать, когда-то у нас не будет срабатывать. То же самое, допустим, если мы проверим этот код на более сложных тестах, то мы видим, что 52 теста у нас прошли, а остальные, допустим, тесты у нас не прошел. То есть 9 тестов у нас не проходят. То есть видите, здесь у нас такое решение, которое не всегда у нас срабатывает. Поэтому это решение нам однозначно не подойдет. Поэтому первое, да, что я придумал, да, использовать наборы, здесь вот мы не будем использовать. И следующая идея – это использовать именно словари. Но если вы вдруг нашли решение с наборами, то скиньте, пожалуйста, это решение, и мне было бы интересно это решение посмотреть. А теперь давайте перейдем к следующему способу, посмотрим, как это можно решить с помощью словарей, то есть другой коллекции. Для этого давайте я создам здесь переменную. Хотя это не будет соответствовать тому условию, да, о котором мы говорили, да, не создавать коллекции, да, чтобы использовать меньше объема памяти. Но давайте я вам это решение все-таки покажу, а потом покажу, как можно использовать решение, не используя коллекции. Да. То есть здесь пока мы то условие, которое я зачитывал раньше, не используя дополнительные структуры данных, да, или коллекции и дополнительную память.
Давайте пока мы это не будем, требования соблюдать. И рассмотрим решение с помощью словарей. Здесь мы создадим переменную под названием elements_count. Все, таким образом я инициализировал словарь, он у нас будет пустой. Что мы делаем дальше? Мы проходим по нашему массиву, используем здесь цикл for. И наш словарь, так сказать, обновляем. Что мы используем? Мы используем наше число, вот этот элемент. У этого элемента у нас будет значение по дефолту 0. И мы что будем делать? Мы будем значение у этого элемента обновлять, потому что, смотрите, здесь у нас ключ, это будет элемент, само число, а значение value это будет то количество, сколько этот элемент повторяется в данной коллекции. Поэтому что мы делаем? Если этот элемент у нас по ключу будет повторяться, а мы знаем, что у нас практически все числа будут повторяться дважды, то мы будем значение, так сказать, увеличивать на единицу. Я думаю, вы поняли логику, что здесь мы пытаемся достичь. И после того, как отработал цикл for, что мы делаем? Мы возвращаем наше значение, и здесь мы сможем его легко найти, так сказать. Смотрите, мы используем наш словарь. Сначала мы используем ключевое слово return, наш словарь. И здесь используем метод first. Смотрите, метод, не свойство first, обратите внимание, а метод first. First there. Вот этот метод мы используем. Смотрите, как он у нас работает. Мы вот так вот его раскрываем. Нажимаем здесь Enter. Вот так вот у нас этот метод раскрывается. И здесь, смотрите, здесь у нас уже получается, мы используем синтаксис трейлинг замыкания. Вот то, что вы видите вот здесь вот в фигурных скобочках, у нас замыкание. Поэтому имя параметра, вот это все, и ключевое слово in можно удалить. И то значение, которое нам нужно, вот здесь вот, в принципе, прописать условия. Смотрите. Помните, там у нас был параметр first there. There это, то есть где, то здесь, по сути, в этом замыкании ожидается какое-то условие, которое будет возвращать логическое значение либо true, либо false. Поэтому давайте мы пропишем это условие. Используем сокращенные имена параметров в замыкании $0. Используем значение value. Ключ нам не нужно, именно value. Если он у нас равняется единице, то есть если у нас повторяется лишь один раз, то это как раз вот тот элемент, которого мы ищем, да, уникальный элемент, то тогда мы его, по сути, возвращаем. Здесь мы используем вопросительный знак, да, потому что это у нас возвращает опционал, потому что наш словарь может быть пустым. Берем теперь не значение, а именно ключ этого элемента. Используем key вот таким вот образом. Но так как это у нас возвращает опциональный int, то мы должны его также развернуть. Вот таким вот образом. Используем оператор объединения по nil. В принципе, смотрите, что я здесь хочу вам показать. Давайте мы этот метод вызовем вот с помощью вот такого примера. Вот в этом примере мы должны вернуть уникальный элемент 16, да, потому что если посмотреть, у нас здесь уникальный элемент только 16. Давайте я этот метод запущу и проверим его. Проверим его здесь. Действительно, у нас он работает. В принципе, давайте я здесь выведу еще print, чтобы вы понимали, что у нас здесь, в принципе, в элемент counts происходит. А вдруг, если не совсем понятно. Запускаем. Смотрите, число 5 у нас повторяется 2 раза, минус 3 2 раза. То есть практически все элементы, которые у нас есть в массиве, как видите, у нас повторяются 2 раза. За исключением вот этого числа 16, потому что у нас повторяется один раз, он у нас уникальный. Вот это вот мы его определили, вот здесь вот мы это число опциональное 16 вернули, достучались до этого элемента, до ключа 16, потому что 16 в данном случае это ключ, а 1 это у нас value, значение. Вот мы до этого элемента достучались, развернули его и вот здесь вот его, так сказать, вернули. Давайте проверим это решение в LeetCode. Так, здесь сравнивание немножечко не очень как-то. Так, print нам нужно удалить, потому что нам здесь не нужен. Проверяем. Сначала простые тесты. Все 3 теста прошли. И следующие тесты, более сложные. Как видите, да, все прошло. Мы видим, что довольно-таки решение быстрое, до 116 миллисекунд. Но по памяти не совсем удачное решение, потому что здесь, как видите, мы то условие не выполнили, да, потому что здесь у нас память задействуется. В принципе, это решение можем сократить, используя функцию высшего порядка. Если, в принципе, вам не нравится цикл for, то, в принципе, это решение можно сократить. Вот таким вот образом. Давайте я вам здесь покажу. В принципе, здесь мы цикл for можем удалить. Так, ну это такой, как бы без разницы. Как вам удобно, да, на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет.
принципе, то же самое мы используем, только немножечко просто используя функцию map. Смотрим. Ой, здесь единица у нас должна быть. Все, также мы возвращаем 16, все правильно, да. В принципе, если хотите, можем давайте вот это решение проверить еще здесь. Как бы быстренько это сделаем. Немножечко быстрее функция map работает, чем цикл for. Но, в принципе, не суть, да, всегда вот это значение runtime показывает по-разному, поэтому как бы сильно на него не зациклите внимание свое. Хорошо, так вот у нас еще одно только решение коротенькое, да. Но смотрите, здесь вы видите, мы используем коллекцию. До этого первый пример вам показывал с наборами, но не совсем удачный пример, потому что много тестов там мы не проходили. Со словарями мы нашли решение, в принципе, но рабочее, довольно-таки быстрое, но с использованием дополнительной, так сказать, пространства памяти, да, что не совсем как бы что требуется от этого алгоритма. Поэтому давайте я вам покажу другое решение, которое использует такой продвинутый оператор, который называется XOR. Он пишется вот таким вот образом. Вот такой вот оператор. Про этот оператор вы можете дополнительно почитать в документации по Swift. И что делает этот оператор? Этот оператор называется оператор исключения OR, который сравнивает биты двух чисел. То есть если биты чисел разные, то он возвращает единицу. Если они одинаковые, то возвращает 0. Ну, чтобы это было легко понятно, легко представить, можете, в принципе, взглянуть на вот эту вот таблицу. В принципе, вот битовое значение первого числа и битовое значение второго числа. Если битовые значения, допустим, первого числа и второго числа, как видите, у нас отличаются, здесь у нас 1 и здесь 0, то он возвращает единицу. И наоборот, если во втором числе единица, а в первом 0, то он тоже возвращает единицу. Он возвращает 0, как видите, только в том случае, если битовые значения у нас одинаковые, либо и там является 0, либо и там первых двух чисел является единица. Поэтому мы этот оператор можем, так сказать, использовать для того, чтобы определить то число, которое у нас не повторяется. Как вы знаете, у нас в массиве практически все числа имеют пару, поэтому мы их исключаем. И с помощью вот этого вот побитого оператора XOR мы можем определить то число, которое у нас не повторяется. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Не будем использовать сложную конструкцию, не будем использовать коллекцию, будем просто использовать простое число, которое мы назовем result, типа int. В принципе, то, что от нас требуется, да, не использовать какие-то слишком большие объемы памяти. Вот здесь вот у нас будет храниться только одно число, и независимо от того, какой длины у нас будет массив, вот это число у нас, так сказать, не будет занимать слишком много памяти, у нас не будет слишком много чисел, да, храниться в памяти. Поэтому это, в принципе, то, что от нас требуется. И мы, в принципе, что можем сделать? Там также можем использовать функцию высшего порядка map. Мы используем nums, map. Так, давайте это досидел, я уберу. Использую сокращенный именно параметров. И что делаю? Обращаюсь к нашему результату. Использую наш побитый оператор XOR. Оператор присваивания. То есть мы, получается, используем составной оператор. Вот так это выглядит. То есть мы здесь будем не только возвращать это побитое значение, но еще к этому числу, к результату, будем его присваивать. Поэтому здесь, в принципе, я использую переменную result, да. Здесь я не могу использовать, допустим, 0. Здесь я не могу поставить, потому что мы константу здесь внутри замыкания, внутри тела замыкания не сможем изменить. Да? Допустим, если у нас будет это вот выглядеть таким образом, то у нас будет ошибка, потому что мы не можем к нулю взять что-то, к нему что-то присвоить и изменить. Да? Поэтому здесь у нас должна быть, конечно же, понятное дело, переменная. То, что можно менять. Хорошо, вот, мы, так сказать, прошлись по всем элементам в массиве, обработали его. И, так сказать, мы исключили, благодаря вот этому вот оператору, побитому оператору, все элементы, которые у нас повторяются. Помните, я вам говорил, да, то есть смотрите вот здесь вот, да, все элементы, которые у нас повторяются, да, одинаковые, да, допустим, если, то это будет у нас всегда, он будет возвращать 0, допустим, если здесь 0 и здесь 0, это 0, если здесь единица, это также будет 0, да, и, да, если здесь единица, это также 0, то есть получается, мы вернем 0 во всех случаях, когда мы будем сталкиваться с дубликатами, но в единственном случае, когда мы столкнемся с уникальным значением, мы вернем как раз вот это вот уникальное значение, и оно здесь у нас в результате в константе здесь вот у нас сохранится. Немножечко сложно для понимания, но давайте проверим, в принципе, как это у нас работает. Здесь мы это значение вернем. Смотрим. Все работает.
Отлично. Давайте мы запустим это решение в LeetCode. Первых 3 простых теста мы прошли и проходим все остальные тесты. Смотрите, это решение работает, хотя, в принципе, по памяти тоже, в принципе, он недоволен, но, в принципе, по скорости решение, в принципе, такое же, как и раньше. Тоже можете взять на заметку, использовать вот этот побитый оператор, если вы не забудете его использовать. Это, конечно же, еще не все. Есть еще другие решения. Решения, которые можно использовать в одну строчку. И можно вспомнить про наш старый добрый метод reduce. Давайте посмотрим, как можно найти решение в одну строчку. Давайте мы используем наш массив. Nums, используем метод reduce. Смотрите, нам подойдет вот этот метод reduce into, вот с этим параметром. Смотрите, как у нас выглядит. Здесь мы используем result. Вот здесь он у нас будет 0 изначально, да? Помните, когда мы создавали переменную со значением 0? Здесь, по сути, здесь то же самое. Мы создаем значение, которое у нас изначально будет у нас 0. И мы, по сути, весь этот массив, по сути, сведем к одному единственному числу, да? Поэтому как бы используем здесь у нас reduce. Здесь смотрите, что у нас требуется. Здесь уже, в отличие от функции высшего порядка map, здесь мы уже работаем не с одним элементом на вход, а уже с двумя элементами на вход. И смотрите, первый элемент на вход это у нас inOut, то есть по сути этот элемент, который вот здесь вот мы используем, да, первый элемент или результирующий элемент, который является изменяемым. То есть мы можем его взять, здесь использовать и его на месте его изменить. То, что мы в принципе использовали с привитым оператором xCore. И второй элемент int, который не является inout. То есть мы можем этот элемент сравнить с первым элементом и к первому элементу, то есть элементу слева, это значение, так сказать, присвоить. Поэтому это, в принципе, то, что нам нужно. Поэтому давайте это мы сделаем. Вот это дело, так сказать, удалим. Используем сокращенными на параметров $0. Здесь у нас, так как он является у нас inout или сквозным параметром, то можем здесь использовать плюс равно, то есть не плюс равно, а побитый оператор xCore с оператором присваивания и присваиваем это значение. Так, и $единица. Смотрите, я еще раз объясню, что здесь у нас происходит. Так, извиняюсь, здесь я неправильно указал. В принципе, это должно быть выглядеть вот так вот. Замыкание это должно быть у нас выглядеть вот так вот. Вот так это у нас выглядит. Смотрите, здесь вы должны понимать, что мы сравниваем первое значение и второе значение. И тут же здесь нам не возвращается логическое значение, да, здесь нам возвращается число. Вот когда мы бы использовали вот это вот без оператора присваивания, мы просто бы сравнивали эти бы значения и возвращали бы какое-то значение. 0, если бы эти два числа одинаковые, и число, если эти числа разные. Так вот, если у нас эти числа разные, то мы это число, которое мы бы возвращали вот с помощью вот этого выражения, мы могли бы в это же левое число тут же его присвоить с помощью вот этого вот оператора присваивания. Поэтому мы так это в принципе и делаем. Проверяем, да, видим, что наше решение такое же, да, мы возвращаем 16, корректное число. Но, как я вам изначально начал писать, в принципе, можно здесь указывать без замыкания. Так как Swift достаточно умный язык программирования, он в принципе понимает, что раз мы здесь используем функцию высшего порядка reduce с этим параметром, то он будет уже понимать, что если мы просто здесь вот в скобочке будем использовать просто оператор через запятую здесь вот таким вот образом, он будет уже понимать, что по сути мы этот оператор применяем к элементу слева и элементу справа. Поэтому в принципе, так, здесь я удалил случайно закрывающую скобочку фигурную. И он будет понимать, что здесь у нас происходит. Поэтому вот это решение можно сократить вот в такой вот короткой записи. Поэтому, пожалуйста, возьмите это на заметку и используйте. Давайте посмотрим, как это решение пройдет у нас в LeetCode. Вот так вот. Смотрим. Давайте сразу все тесты проверим. Смотрите, это решение достаточно быстрое. Смотрите, 99 миллисекунд. Лучше, чем 100% остальных пользователей, которые решили эту задачу. Но по памяти он что-то недоволен. Хотя мы здесь никаких дополнительных, так сказать, переменных, констант и каких-то дополнительных объемов памяти коллекции не создавали. Давайте я запущу это еще раз, проверим, потому что каждый раз он всегда показывает по-разному. Видите, да, каждый раз он показывает по-разному, да. То есть поэтому сильно вот на вот это значение вы не полагайтесь, да, потому что один раз он показывает так, один раз показывает по-другому. Поэтому как бы в принципе вот это по памяти тоже видно, что достаточно хорошее решение, да, вот. Поэтому как бы сильно на это не обращать внимания, да, то, что он показывает. Смотрите, конечно, но сильно не зацикливайтесь.
Я надеюсь, вам это решение, которое здесь я показывал, понравились. Если что-то для вас было новое, возьмите это, пожалуйста, себе на заметку. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, присылайте свои решения, да, которые вы нашли, если они отличные от того, что я вам показал. Мне тоже будет интересно. Другим, кто будет смотреть это видео и читать комментарии, тоже много, думаю, будет интересно. Также хотел коротко сказать, что если вы хотите попасть на курс по изучению Swift, или на курс по подготовке к собеседованию, то можете написать об этом мне лично. Мы сегодня, 26 июля, этот курс уже запускаем. Скорее всего, вы на этот поток не попадаете, потому что, скорее всего, будете смотреть это видео уже после запуска. Ну, возможно, следующий запуск будет у нас через месяц или два, в зависимости от того, как наберется следующая группа. Поэтому пишите мне, заполняйте анкету, и если наберется следующая группа, то мы запустим следующий запуск. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующем видео. Пока.